Shavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Humming вస్తుంది. Слышно, нет? Слышно? Так слышно? Не слышно? Так. అది ఓంకారం చేస్తుంది అక్కడ. మీకు వినబడుతుందా? తగ్గించండి, హమ్మింగ్ తగ్గించండి. ఈ ఎర్రవి తగ్గిస్తే తగ్గుతుందా? So today we are going to study about the personality. Сегодня мы начинаем изучать тему, вопрос личности. So man, the human being, Человек, человеческое существо on the physical plane на физическом плане is a functioning personality является действующей личностью with the known characteristics. с определенными с известными характеристиками. So he is a subject, Он субъект, a subject to life. Субъект жизни. Objectively he is a form appearing, and subjectively he is the life or the soul. Объективно он форма существования, а субъективно он внутренний человек или душа. So his real existence is as soul. Его истинным существованием является душа. То есть истинное существование человека, истинный человек, реальный человек – это душа, Which is the subjective aspect. который является субъективным аспектом, внутренним аспектом. And this soul, И эта душа through the agency of the physical, emotional and mental nature, через физическую, эмоциональную и ментальную природу and the energies и энергии, which comprise the threefold personality, которые проявляются через тройственную личность. and this makes its contact, this makes his contact with phenomenal world, the outer world. И через это он контактирует с миром форм, предметным миром, феноменальным миром. So the essence of the personality, Основой личности they are the faculties that are developed, the faculties, качества, которые развиваются, the knowledge that is gained, knowledge знания, which is gained, которые направляются, исходят, знания, которые он приобретает, and the remembrance of all that which has happened. И память обо всем, что происходило в его жизни. So all this put together, И все это, если все это сложить вместе, it becomes the part of the equipment of the soul.
это становится equipment, все это становится оборудованием души, как это, инструментами души, equipment. Это все, чем оборудован. Все это становится оснащением души. Все это становится оснащением души. And then the personality has no other function И у личности нет других функций in the divine plan в божественном плане, except to be the instrument кроме как быть инструментом and medium и посредником, through which the soul can express. через который душа может выражаться. So we have to understand that personality is И мы должны понимать это, что личность является the instrument of expression of the soul. инструментом выражения души. So it is a medium of expression of the soul. То есть он является посредником посредником выражения души во внешнем мире. Посредником тем, через что душа выражает себя во внешнем мире. So, only when the soul is dominant, И только тогда, когда душа доминирует, then the personality fulfills its complete destiny. Fulfills its complete destiny. Значит, только тогда личность может полностью выполнять свое предназначение. Destiny. Ну, предназначение, свою судьбу. Только лишь тогда, когда в человеке душа доминирует, личность может исполнить свое предназначение, свою судьбу. But when the soul is dominated, но если душа подчинена в человеке, then this fulfillment cannot be complete. то это выражение и ее и предназначение человека не может быть исполнено полностью. But the fact is, Но фактически in majority of humanity, в большинстве человечества not yet the divine qualities are люди не развили еще божественные качества in full expression. Для полного выражения. And the divine qualities are not yet undistorted. И даже все эти качества божественные, и все эти божественные качества даже не вполне понимаются людьми. In control and expression. In control and expression. И не находятся and control and expression. Expression. И не контролируют выражение души. Each man Каждый человек is unique является уникальным regarding his soul and personality expression. Regarding в соответствии с его душевным и личностным выражением. His soul and personality expression. Expression of personality. Значит, в своем личностном выражении, в своем душевном и личностном выражении. So we have to understand that each human being is unique. Мы должны понимать, что каждое человеческое существо уникально. So there are millions and millions, but each one Нас is очень много, миллионы и миллионы, но каждый из нас уникален in the expression of personality. В выражении личности, в личностном выражении.
because of his particular stage of spiritual evolution. В соответствии с его специфической стадией человеческой эволюции, духовной эволюции. Because the point of spiritual evolution Потому что точка духовной эволюции, духовного развития человека it differs from person to person. Отличается от человека к человеку. So this is where there is differentiation and uniqueness of each human being. И это отличие приводит к уникальности каждого человеческого существа. And another point of differentiation is И другой момент, влияющий на отличие, in his inherited equipment, the equipment which is inherited. То оснащение, которое он наследовал, то оснащение, которое человек наследует. And the environmental factors А также фактор окружающей среды, which has their influence upon the person, upon the human being. который оказывает влияние на человеческое существо, на личность. So all these various factors, И все эти различные факторы they give him the capacities дают ему потенциал, способность and also the coloring и также окрашивают его and shaping his equipment придают форму его оснащения, his profession профессию, and his quality его качество and his character. и его характер. So to say, man is above all the director of personality forces. Man is Но таким образом можно сказать, что человек есть руководитель человеческих сил. the director of personality forces. Более правильно сказать, не директор, а человек является управителем, распорядителем человеческих сил, личных сил, сил личности. Сил личности. Sorry. Человек является управителем, распорядителем сил личности. Man has to understand his body, Человек должен понимать свое тело, emotion эмоции, чувственную сферу and mind, и ум. and then he has to determine, И тогда он сможет отличать, and then he has to dominate, и тогда он должен доминировать, control контролировать and intelligently utilize them. и умно, разумно, Intelligently, he has to utilize them intelligently. All these three. и распоряжаться ими Body, emotion and мудро. mind. There are three things. Да, я understand. So he has to know how to use intelligently. Он должен знать, как умно, разумно распоряжаться своим телом, эмоциями и умом. Now we will also study about this personality from the compilation of the books of Alice Bailey. И
Сейчас мы также прикоснемся к этому вопросу изучения личности в компиляции книг Алисы Бейли, What Master Joel Kuhl says. которую надиктовал ей учитель Джоэл Кул. So the personality is Личность – это a triple combination of forces тройственная комбинация сил, impressing and absolutely controlling, выраженная impressing and absolutely controlling выражающая и полностью контролирующая the fourth aspect of personality. Fourth. А четвертый аспект личности, Which is the dense physical body. The fourth aspect is the physical body. это тройственный аспект выражения личности, который полностью контролирует тело человека. Четвертый аспект личности. We will see what are the four aspects. Мы посмотрим, что такое четвертый аспект. Слышно, нет? Тихо, он будет низко тогда. Громче? They can't hear. Слышно, нет? Everybody could hear him or not. Говорите, да, если... Хорошо. Хорошо. Etheric body Эфирное тело. పెంచితే రీసౌండ్ వస్తుంది. ఇంక్రీజ్ చేస్తే రీసౌండ్ వస్తుంది. Astral body Астральное тело. you write in the reverse from below upwards. We will write down. Окей. Лучше писать снизу вверх, говорит. The physical body. Внизу физическое тело. Физическое тело. And etheric body. Выше эфирное тело. Astral body. Еще выше астральное тело. And mental body. И еще выше ментальное тело. So physical body is the fourth. Таким образом, мы видим, что физическое тело является четвертым аспектом личности. So etheric body. Таким образом, эфирное тело It is the vehicle of vital energy. Это носитель жизненной энергии, витальной энергии. Эфирное тело – это носитель, проводник витальной или эфирной энергии, энергии жизненности. And astral body, астральное тело it is the vehicle of feeling energy. Является телом чувств, носителем чувств, энергии чувств. And mental body, и ментальное тело is the vehicle of является носителем intelligent energy.
энергии разума, ума. Physical body is the gross materialistic body. Physical body is the gross materialistic body. И физическое, самое грубое, да? Gross. Значит, физическое тело – это самое грубое материальное тело. So it is gross matter. It is dense. Это грубая материя и ничего более. Плотная материя. That is like a state of precipitation. Это как состояние. Это как тело, оно как состояние конденсации материи. So when something precipitates down, И если нечто опускается вниз, so our body, physical body is like a precipitate. оно как осажденное. Если нечто опускается вниз, то физическое тело является телом осаждения более высоких энергий и So what субстанций. we have to, so all these four, И все эти четыре, they constitute the personality equipment. являются оснащением личности. Личностным оснащением человека или оснащением личности. So the personality is a triple combination of forces impressing and absolutely controlling the fourth aspect. Личность является тройственным принципом, под воздействием и полным контролем которых находится The fourth aspect is the physical body. физическое тело или четвертый принцип личности. So all the controls are in these higher bodies. The controls, all the controlling factors for the physical body, they lie in the higher bodies. Все принципы энергии, которые контролируют жизнь физического тела, они находятся выше. Это три тела, которые здесь указаны: эфирное тело, астральное тело и ментальное тело. And this intelligent energy, И эта энергия разума, ума, which is manifested through the mental body, которая выражается через ментальное тело человека, this should dominate these lower three aspects. должно доминировать, управлять этими низшими аспектами человека: астральным, эфирным и физическим телом. But if this is being dominated by them, Но если оно подчинено или находится под воздействием низших тел, then it will be difficult for the development of personality. то в таком случае развитие личности будет очень затруднительным. Because it will be like a downward pulling force. Downward. Это то, что тянет. Да, то есть это будет оттягивать человека вниз. The progress of humanity Прогресс человечества is from one realized integration. One realized integration реализуется через интеграцию, to the another. реализуется через интеграцию одного с другим, через одну реализацию. Once more, please. So from realized integration to the another aspect.
Развитие человека происходит через интеграцию с другими аспектами. Из одной реализации в другую. То есть развитие человеческого тела проходит постепенно через последовательную реализацию одно за другим. Это мы сейчас объясним это более подробно. Сейчас разберемся. Сложный вопрос, да. So it is in regard of the consciousness. Лот. It is about the consciousness. Это о сознании. Речь идет о сознании. So when humanity is undergoing, когда человек уходит, умирает, да? Different levels of consciousness. И различные, когда человек проходит через разные уровни сознания. So the humanity, when it was undergoing for some period, the humanity was undergoing the Lemurian. Проходя через различные циклы развития, человечество прошло Lemurian через Лемурию, state of evolution. лемурийский этап развития. So at that time, в то время humanity has achieved the integration человечество достигло интеграции of the vital or etheric body. Интеграции эфирного тела с физическим. На этапе развития лемурийского периода человечество достигло интеграции, соединения витального тела с физическим. Vital or etheric body with the physical body. With the physical body. В Лемурию, в тот период развития расы человечества, жизненное или эфирное тело объединилось с физическим телом. No, leave it there. It's a confusion. You just listen to what I say. I am explaining. Нет, я знаю тему, это языковый, кстати. Later you can know it. I just not only read out. I am also giving my explanation. So you know, humanity has undergone. Вы знаете, что человечество прошло different stages of evolution. Через различные стадии эволюции. So in those stages, one is the Lemurian. И один из этапов этого развития, одна из стадий, это лемурийский период развития человека. In different stages of evolution, и в различные периоды эволюции it undergoes an integration. Происходило объединение, оно происходило через интеграцию. In between the physical body and the other между finer физическим телом и другими телами. That marks the development которые отмечают развитие of humanity. Человечества. Disturbance. So the question is, physical body is the state where it is in communication with the outer world. And a transaction, all the transactions are made on the physical plane. Человек приобрел физическое тело для того, чтобы иметь возможность взаимодействовать с предметным миром Земли. And the quality of the transactions, и качество взаимодействия, using the physical body, используя